Всем здорово! Вот решил снять видео о своей станине для фрезерного станка ЩПУ, изготовленную из железобетона. Вот размеры, если кому-то там вдруг понадобится. Идея не моя, использовать железобетон в качестве станины для станка, это еще придумано было в советские времена. Это подтолкнуло меня на это видео с YouTube, с канала Георгия. Он уже второй станок делает со станиной из железобетона, и все у него прекрасно работает. Изначально я планировал делать раму из профильной трубы, но после просмотра видосов по изготовлению бетонных станин прикинул в уме примерно цены, подумал, что станина из железобетона плюс-минус по деньгам выйдет так же, как и из профильной трубы, и решил делать из железобетона станину. И это была моя первая, далеко не последняя ошибка. Вот, после покупки фанеры купил, кстати, обычную неламинированную фанеру, просто покрасил из стороны контакта с бетоном. С арматуры ее ушло около 120 метров, ну плюс-минус. Каркас, который я варил, на фото только часть арматуры. Забыл сделать полностью сваренную арматуру. После покупки метиза для закладных понял, что цена не совпадает с примерно расчетной. Но отступать я как бы не собирался, так как не видел всей картины по постройке станка. На самом деле я до сих пор ее не вижу. И во сколько он мне обойдется. Наполнив опалубку бетоном, я долго думал, как перевернуть станину так, как она заливалась в перевернутом виде. Слово «заливалась» не совсем подходит, потому что это тяжелый бетон, в нем малое количество воды, он очень тяжелый в укладке. Для этого я делал самодельный вибратор для бетона, который под конец заливки подвел меня. Ну, это хорошо, что уже был конец заливки. Так вот, весь тот месяц, который станина стояла и набирала крепость, я думал, как же мне примерно 600-700 килограмм перевернуть и поставить на подставку. И самое главное, не сделать трещин после моих манипуляций станиной. И совершенно случайно у моего знакомого появились винтовые прокиды для автомобиля, которыми я воспользовался. Перевернув станину и сварив подставку, я купил брусковый уровень стеной деления 8 соток на метр с нерегулируемой ампулой. Если вы, как и я, подобные уровни не держали в руках, то не стоит покупать такие уровни, нужно брать с регулируемой ампулой. После я еще купил рамный уровень стеной деления десятка на метр. Ну и еще один брусковый уровень с разбитыми колбами, ржавой подошвой, в общем, под восстановление. Ампулу взял я 200-очную с Алиэкспресса, а вообще нужно было брать новый равный 200-очный уровень, не тратить свое время, да, и дешевле бы вышло. Потому что я потом взял эту уже, вот, на которой сейчас стоит, гранитную плиту для выравнивания, точнее для выставления ампул и выравнивания подошвы уровней. Дальше, пошпаклевав поверхность бетона под плиту для направляющих, которую я хотел и пытался отливать самостоятельно, но жадность металлоприемщика мне сказала, что я буду покупать плиту готовую и не буду тратить свое время. Прикрутив после фрезеровки алюминиевые плиты, я хотел пошабрить по БУ-ШД линейке, вот этой вот, второго класса точности, все поверхности и вывести плоскость. И даже что-то получилось, но не очень. И решено было купить китайскую гранитную линейку. И на будущее купил гранитный угольник. И подводя какой-то итог на данном этапе, я понял, что совершил большую ошибку, не составив план действий, список необходимого инструмента, цен материалов для станка, ну и цену тех же инструментов. В идеале было бы еще сделать 3D-модель этого станка, ну или хотя бы карандашом накидать эскиз. Это бы помешало бы совершить некоторые ошибки, да и сразу было бы понятно, что дешевле купить новый станочек и играться на нем, а не вот это вот все. Вот. Цены называю, так уже не актуальны, потому что начал постройку в конце лета 2020 года, а уже конец февраля 2022 года. Вот, собственно, это и есть, наверное, опыт. Так что на этом пока что все. Продолжение, надеюсь, следует.